друзья! Привет! Нас часто просят приготовить что-нибудь из разряда, относящегося к полезному питанию. ПП. ПП, да. Сейчас это очень модно. Вот. Ну и мы вспомнили давние годы, Да. когда мне надо было по рекомендации врачей сбросить лишние килограммы. Цать, да, их было много. Вот. А поскольку покушать я люблю, то перед Эвой стояла сложная задача. С одной стороны, меня накормить, а с другой стороны, как бы не перегрузить калориями. Не просто накормить, насытить. Да. Вот. И сегодня один из таких рецептов того времени мы вам и продемонстрируем. Да, дорогие друзья, это правда история наша. Мы ее прожили, мы ее отрефлексировали, и мы поняли, что есть результат. И моя задача действительно была приготовить такую еду, которую можно было есть столько, сколько влезет, но при этом, чтобы она была абсолютно полезной. Поэтому я с ней справилась, и хочу, чтобы у вас в арсенале тоже были такие блюда, которые легко готовятся, которые можно брать с собой на работу, в дорогу. То есть это универсальный такой рецепт для многих случаев жизни, и, надеюсь, вам пригодится. Ну, в основе этого рецепта лежат куриные грудки. Ну, всем известно, что это очень диетический продукт, вот, но не все его любят. И часто жалуются, что куриная грудка – это сухо, это невкусно и так далее, и так далее. Но все зависит от того, как ее приготовить. Yes. И Эва с этим прекрасно справляется. И вот сегодня именно так мы эти грудки и приготовим. И вы убедитесь, что они получаются очень-очень сочные. Ну и поверите нам на слово, что еще и очень вкусные. В качестве гарнира мы взяли тыкву и 2 лука. Но в принципе можно брать в качестве гарнира любые овощи, крупы, рис, гречка. То есть здесь вот это все можно менять по вашим вкусам, по предпочтениям, потому что есть дома. Но мы просто любим тыкву в любом виде, а сегодня мы ее будем запекать. Ну и нам кажется, что это очень хорошее сочетание куриной грудки с печеной тыквы. Ну а дальше смотрите ролик до конца и все увидите. Поехали? Поехали. Куриные грудки солим, перчим и добавляем 2 чайные ложки сладкой паприки, а также 2 столовые ложки растительного масла и как следует обваливаем грудки в этой смеси. Оставляем минут на 20. Кусочки тыквы посолим, поперчим, добавим 2 столовые ложки растительного масла и как следует перемешаем. Луковицы разрезаем пополам. Можно просто разрезать, а можно сделать такие симпатичные розочки. На противень, предварительно выстеленной бумагой для выпечки, выкладываем ломтики тыквы и лук. Лук дополнительно посолим и сбрызнем маслом. Немного листиков розмарина и можно отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40-45. На сильно разогретую сковородку выложим грудки. 3 минуты и мы их переворачиваем. Накроем крышкой и оставим еще на 5 минут. Еще раз перевернем грудки. Накроем крышкой и оставим еще на 5 минут. Грудки готовы. Положим их на бумажные полотенца.
Пока тыква с луком запекаются, есть время обжарить немного тыквенных семечек. Прошло 45 минут, можно вытаскивать овощи из духовки. Теперь нарежем нашу курочку на тонкие ломтики. За 13-15 минут грудка полностью прожарилась, но при этом осталась мягкой и сочной. Выложим на тарелку курочку, лук, тыкву и присыпем тыквенными семечками. Польем грудку оставшимся на сковородке соком. Все, наше блюдо готово. Ну что, настало время правильно питаться. Вспомнил, да? Былые годы. Вот я себе курочку возьму. Лучок, однако. Курочка фантастическая, ребята. Это что-то с чем-то. Мягкая, сочная. Согласен. Курица получилась отлично. Придется вам поверить на слово. С учетом того, что в принципе на приготовку самой курицы, вот этих двух грудок, у нас ушло 15 минут. Да. Да, нам пришлось подождать, пока в духовке запекутся и дойдут до кондиции тыква, лучок. Но это мы подождали минут 40-45. В принципе, можно овощи закладывать раньше. Правильно? Конечно. И когда они уже почти готовы, там за 10 минут до, кладете курицу. Можете класть паприки меньше, если кто-то не любит. Можно вместо паприки положить там соевый соус. Ну, в общем, предпочтения у всех разные. Просто как баланс вот этого вкуса нам очень понравился. И мы, даже когда не сидим на диете, все равно с удовольствием это едим. Запеченный лучок. Лучок сказка. Друзья, переходите на правильное питание. ПП рулит. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!